Привет, меня зовут Сергей, и сегодня у нас с вами будет не самый простой урок, однако результат, поверьте, вас не разочарует, потому что сегодня мы с вами будем делать вот такую лошадку, которая может даже стоять, раз-два, с трудом, правда, но стоит, может даже сидеть. Гриву у этой лошадки вы можете сделать более пышной, как, например, я вот здесь сделал, или более редкой, как у этой лошадки, и тогда тоже будет отлично и красиво смотреться. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения как основной цвет. У меня лошадка будет розового цвета, и я ее, соответственно, буду из розовых резинок плести. Начнем плетение мы с вами с создания задних ног. И для этого возьмем 3 резинки. Если вы хотите сделать ноги более плотными, и если резинки у вас не рвутся, то вы можете брать по 4 резинки, и тогда ваша лошадь будет более уверенно стоять. Берем 3 резиночки, накидываем с первого на второй столбик по правому ряду. Берем еще 3 резиночки и накидываем со второго на третий столбик по этому же ряду. Берем еще 3 резинки, накидываем дальше. И таким образом нам нужно накинуть 4 раза по 3 розовых резинки. Вот 4-й раз мы с вами накидываем. Теперь мы с вами сделаем нижнюю часть этих ног. У меня она будет белого цвета. Поэтому берем 2, на этот раз не 3, как здесь было, а 2 резинки белого цвета. Но нам их нужно на пальцах скрутить в 2 оборота. Так и так. Вот в 2 оборота они у нас скручены. Накидываем их на следующую пару столбиков. Натягиваем, накидываем на один и накидываем чуть дальше. Берем еще одну пару белых резинок. Опять же скручиваем их в 2 оборота на пальцах и накидываем чуть ниже. Таким образом нам нужно накинуть 4 пары белых резинок. Это у нас 3-я пара пошла. И наконец берем еще одну пару и 4-я пара. Скручиваем и накидываем ниже. Теперь нам нужно взять резинки тех цветов, которые у нас будут использованы для копыт. У меня это резинки серебристого цвета. Возьмем одну резиночку, вы можете черный, например, использовать, и накинем на последний столбик. При этом закрутим эту серебристую резинку 4 оборота. 2 оборота, 3 оборота, 4 оборота. Опустим немножко ниже и возьмем еще одну серебристую резинку. Накинем 1 оборот, 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Теперь нам нужно сделать у этой ноги голень. Для этого возьмем 3 розовых резинки и накинем их со 2 на 3 столбик, но по центральному ряду. Берем, накидываем. Вот так у нас сейчас пока получается. И мы сейчас уже готовы к снятию, к плетению резинок, к плетению этой ноги. Для плетения мы с вами должны засунуть крючок внутрь самого последнего столбика, сквозь все резинки черного цвета, отодвинуть их тыльной стороной крючка и изнутри захватить все белые резинки, которые на этом столбике есть. Накидываем их вперед. Далее здесь изнутри захватываем все белые, снимаем и накидываем вперед. Теперь здесь точно так же снимаем все белые и накидываем вперед. Здесь снимаем все белые, накидываем вперед. Теперь нам нужно захватить все розовые. Их тут 3 штучки. Захватываем розовые, накидываем вперед. 1. Захватываем розовые, накидываем вперед. 2. И, внимание, сейчас мы с вами вот здесь захватываем 3 розовых и накидываем их не вперед, а на те резинки, которые у нас расположены слева. Это резинки голени. Вот сюда накинули. Теперь здесь вперед идем, снимая 3 резиночки и накидывая вперед. И здесь мы с вами последние тоже 3 резиночки скидываем вперед. Вот плетение голени мы с вами завершили.
И теперь приготовьте карандаши или ручки, или зубочистки, или вот такие крючки, если у вас есть. Один крючок вставляем вот сюда, в этот столбик, сквозь все резинки. Второй крючок засовываем вот сюда, в центральные резиночки. Берем крючок и с помощью него сейчас эту конструкцию мы снимем со станка, потому что здесь удобно крючком помогать, чтобы резинки было легче снять. Снимаем осторожно с петельками, чтобы они у вас не слетели с крючков. Пока нам эта нога не понадобится, она понадобится чуть позже, но она у вас вот примерно в таком виде сейчас должна быть. Теперь поставьте видео на паузу или отмотайте немножко назад и сделайте еще одну такую ногу. Как вы понимаете, у лошади две ноги, поэтому нам нужно сделать две. Когда это у вас будет готово, мы с вами переходим к созданию передних лап. Передние лапы делаются точно так же, как задние, то есть 4 розовых, 4 белых копыта, но нам не нужно делать голень. Поэтому все проще у нас получается. Берем 3 резинки розового цвета и накидываем с первого на второй столбик по правому ряду. Берем еще 3 резинки, накидываем со второго столбика на третий. И, как вы понимаете, нам нужно 4 раза накинуть по 3 розовых резинки. Третий раз и четвертый. Четвертый раз накидываем. Отлично. Теперь накинем 4 пары белых резинок. Берем 2 белых резинки, скручиваем их на пальцах в 2 оборота и накидываем дальше. Раз. Берем еще пару белых. Скручиваем на пальцах. 2. Берем еще пару, скручиваем на пальцах. 3. И, наконец, берем еще одну пару, скручиваем на пальцах и делаем 4. Готово. Теперь берем те резиночки, которые у нас будут для копыт использованы. Опять же, я использую серебристые. Вы можете черные, золотые или какие-нибудь другие использовать. И накручиваем сюда одну резинку 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Опускаем ниже. Берем еще одну резинку, накидываем 1, 2, 3, 4 оборота. Берем крючок и приступаем к плетению. Заводим крючок внутрь всех резинок серебристого цвета, отводим их тыльной стороной крючка и изнутри захватываем все резинки, которые находятся на этом столбике. И накидываем их на впереди идущий столбик. Далее изнутри захватываем следующие белые резинки, накидываем вперед. Далее изнутри захватываем следующие белые, опять гоним вперед. Следующие белые. Теперь у нас тройки розовых пошли. Первая тройка розовых вперед. Вторая тройка розовых вперед. Третья тройка. И, наконец, последняя, четвертая тройка. И у нас одна передняя нога готова. Мы ее с вами сейчас можем снять со станка. Но чтобы она у нас не расплелась, мы с вами возьмем еще один такой крючок. Или зубочистку, или какую-нибудь палочку для шашлыков. Засунем ее сквозь все резинки на последнем столбике и снимем эту конструкцию со станка. Я предпочитаю снимать следующим образом. Поддеваю все резиночки с последнего столбика крючком, а дальше все вот так легко, в общем-то, снимается. И здесь аккуратно, чтобы петли не слетели с крючка. Вот у нас передняя нога получилась. Опять же, поставьте это видео на паузу и сделайте еще одну такую переднюю ногу. Вот у меня сделано. И на данный момент у нас есть 2 передних ноги и 2 задних ноги. На данном этапе плетения это должно быть. Теперь, когда у вас это все готово, мы с вами переходим к созданию тела, к которому и будем прикреплять те ноги, которые мы с вами сделали. Берем 2 резинки розового цвета и сейчас будем делать голову нашей лошади. Накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда пару розовых резинок. С первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда тоже пару резинок. Берем еще одну пару, накидываем справа с первого на второй столбик.
берем еще одну пару, накидываем слева, с первого на второй столбик. И эту голову мы с вами сейчас закруглим вновь к центру с помощью двух пар розовых резинок. Одну пару мы с вами ее накидываем справа к центру, и вторую пару берем, накидываем тоже справа к центру. Теперь давайте сделаем так, чтобы в центре головы у нашей лошади была такая беленькая звездочка, что ли, или белое пятнышко. Для этого возьмем две резинки белого цвета и накинем с первого на второй столбик по центральному ряду. Что главное у лошади? У лошади главное, конечно же, грива. Поэтому мы с вами сейчас займемся созданием гривы. Я гриву буду делать из золотых резинок. Возьмем некоторое количество резинок, примерно 10 штук. Если вы хотите сделать более гриву такую жиденькую и реденькую, то можно взять меньше резинок. Если вы хотите сделать очень плотную гриву, то возьмите 20-30 резинок, столько, сколько у вас, в общем-то, на крючок поместится. И теперь делаем следующее. Берем, придерживаем эти резинки пальцем и захватываем нашу белую резинку, которая накинута с первого на второй столбик. Захватываем, а здесь держим пальцем, чтобы эта резинка у нас не слетела. И все резиночки, которые у нас находятся на крючке, мы с вами скидываем на белую резинку. И возвращаем ее обратно на тот столбик, с которого мы ее только что сняли. Вот эту пару белых резинок. У нас получилось, что золотые резинки у нас лежат на паре белых. Теперь ниже мы должны накинуть, но уже не белую пару, а тот цвет, который у нас является основным, розовый. Накидываем со второго на третий столбик по центральному ряду. Опять готовим резинки тех цветов, которые будут использоваться для гривы. И я накидываю на крючок где-то 10 примерно штучек. Придерживаю пальцем. Захватываю ту пару розовых резинок, которую мы с вами только что накинули. И вот так немножко потряхивая, скидываю все эти резинки с крючка на розовую резинку. А то, что у нас сейчас на крючке держится, эти розовые резинки, возвращаем их обратно на этот столбик, с которого только что сняли. Готово. И получилось, что вот золотые резинки у нас с вами есть на белой резинке по центру. И далее столбик идет, и далее на розовой паре резинок тоже у нас есть золотые. Теперь мы с вами приступим к созданию тела. Для этого возьмем пару, не тела, а, простите, шеи. Возьмем пару, даже не пару, а одну розовую резинку и накинем с центрального столбика вправо, немножко вот так по диагонали, и накинем точно так же слева, тоже по диагонали. Вниз для создания шеи нам нужно накинуть теперь 3 одинарных резинок по правой стороне и по левой стороне. Берем одну розовую резинку, накидываем вниз, берем еще одну розовую, накидываем вниз и берем третью розовую, накидываем вниз. Вот так сейчас у нас получается. С левой стороны поступаем точно так же. Берем одну, накидываем вниз, берем еще одну, накидываем вниз и берем, наконец, еще одну и накидываем вниз. Теперь нам нужно взять 2 розовых резинки и накинуть их с центрального столбика, где у нас закончилась голова, немножко ниже. Берем пару розовых и накидываем ниже. Здесь у нас с вами была грива на голове, но грива должна быть и на шее. Поэтому мы с вами сейчас создаем шею и, конечно, гриву тоже должны сделать. Берем несколько золотых резинок. Придерживаем их на крючке пальцем и захватываем ту пару резинок, которую только что накинули. Другую часть придерживаем пальцем, чтобы она у нас не слетела. Потряхиваем немножко крючок, и эти резиночки у нас скидываются на эту пару резинок и находятся в центре этой пары. Теперь нам нужно взять еще одну пару розовых резинок и сделать точно так же, но немножко ниже. Берем пару, накидываем вниз, берем теперь несколько золотистых резинок, я накидываю их на крючок, примерно 10 штучек, захватываю пару и скидываю те резинки, которые у меня есть на крючке, а то, что
на крючке те резинки, которые были, я их обратно возвращаю на этот столбик. И, наконец, нам нужно закинуть последнюю пару резинок шеи. Берем, закидываем. Опять возвращаемся к резинкам золотого цвета. Я накидываю их на крючок. Опять же 10 штучек, если мы хотим примерно средних размеров гриву, не сильно пышную. Если сильно пышную хотим, то накидываем 20, 30 и даже больше, столько, сколько у вас вообще накинется на эту пару резинок. Готово. У нас итого получилось здесь и здесь золотистые резинки. Теперь берем пару резинок розового цвета и вот эту шею мы с вами должны к центру закруглить. Раз пара и два пара. Опускаем немножко вниз. По правому и по левому ряду нам нужно накинуть по 4 пары розовых резинок. Одна пара. Далее. Вторая пара. Третья пара. И четвертая пара. Сейчас четвертую накинем. По правой стороне, по левой стороне поступаем точно так же. Берем сначала пару, накидываем. Берем еще одну пару, ниже накидываем. Берем еще одну пару, накидываем. Третья. И берем еще пару, накидываем. Четвертая. Теперь нам нужно с центром разобраться, так как мы хотим, чтобы спина у нас была более плотная и более тяжелая, массивная, то мы с вами по центру будем накидывать по 3 резинки. Если хотите, вы можете накидывать и по 4, однако в этом случае плетение будет намного сложнее. Берем 3 резинки и накидываем их с того столбика, где у нас закончилась шея, чуть ниже. 3. Берем еще 3 резинки розового цвета и накидываем чуть ниже. Раз. Берем еще 3 резинки. Накидываем еще ниже. Берем еще 3 резинки, накидываем еще ниже. И, наконец, 3 резинки мы с вами накидываем 5-й раз. Готово. Теперь нам это тело нужно завершить к центру. Берем 2 резинки розового цвета и накидываем с правой стороны к центру. И с левой стороны к центру тоже накидываем пару резинок. На этот последний столбик нам нужно накрутить одну резинку розового цвета, 4 оборота. Один оборот есть, второй оборот накрутили, третий оборот накрутили и 4-й оборот наконец-то накрутили. Теперь нам нужно сделать уши. Уши будут того же цвета, что и цвет тела, розовый. Берем одну розовую резинку и накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота на крючке. Берем теперь пару розовых резинок и накидываем на конец крючка. Я вот таким образом держу. И те 4 оборота розовой резинки, которые мы с вами сейчас накинули, я натягиваю и скидываю на пару резинок. Вторую часть мы с вами возвращаем на крючок. И у нас вот такое ушко получилось. И это ушко мы с вами должны накинуть на угловой столбик, самый первый столбик левого ряда. Берем все резиночки, которые есть на крючке, натягиваем и накидываем на этот первый столбик левого ряда. Готово. И второе ухо, конечно же, тоже нужно сделать. Берем одну резинку, накручиваем 1, 2, 3 и 4 оборота. Вот 4 оборота у нас есть. Берем теперь пару розовых резинок, накидываем на конец крючка. Я держу мизинцем, натягивая, а указательным и большим пальцем сам крючок держу. Все 4 оборота скидываю на пару резинок. Вторую часть возвращаю на крючок. И вот у нас второе ухо. В общем-то, простое в изготовлении. Готово. Его нужно накинуть нам на первый столбик правого ряда. Опять же, натягиваем все резинки, которые у нас на крючке имеются. И накидываем их на этот столбик. Первый столбик правого ряда. Теперь мы с вами готовы накинуть те заготовки задних ног, которые у нас с вами есть. Вот одна заготовочка, вот вторая. Но сначала возьмем одну.
И смотрите, у нас есть резинки здесь и есть резинки здесь. Нам нужно часть резинок, которые на одном крючке, ту часть, которая на одном крючке, накинуть на наш основной крючок. Этот мы с вами убираем за ненадобностью. И та часть, которая у нас сейчас находится на основном крючке, мы с вами должны накинуть ее на последний столбик, на котором есть резинки, левого ряда. Здесь резинок очень много, поэтому будьте внимательны, что именно все резинки вы накидываете. Натягиваем все эти резиночки и накидываем на этот столбик. Все накинуты. Со следующей частью поступаем точно так же, но нам ее нужно накинуть на следующий столбик. Берем все те резинки, которые находятся в данном случае у меня на зеленом крючке, я их насаживаю на свой основной крючок. Зелененький маленький крючок убираю. И те резинки, которые у меня сейчас на основном крючке, я накидываю их на следующий, то есть второй столбик, если считать снизу, на котором есть резинки. Натягиваем и обращаем внимание, чтобы именно все резинки были накинуты. Вот у нас так получилось. Эта нога готова. Со второй задней ногой нужно поступить точно так же. Берем все те резиночки, которые у нас на одном из крючков, накидываем на наш основной крючок. Дополнительный убираем. И все эти петельки мы с вами должны накинуть на вот этот последний столбик, на котором есть резинки, по правому ряду. Натягиваем. Обязательно натяните. Без натяжения у вас ничего не получится. И будьте очень внимательны, что именно все резинки вы сюда накидываете. Накинули, отлично. Со второй частью поступаем точно так же. Берем основной крючок, протаскиваем его сквозь все резинки, которые есть у нас на этом зелененьком дополнительном. Да, все резинки у меня захвачены. Натягиваем их и накидываем на второй столбик по правому ряду. Можно развернуть станок тем концом, той стороной, которой вам более удобно будет. И вторая нога у нас накинута. Теперь мы с вами займемся созданием глаз лошади. Для этого возьмем или черные резинки, или я опять же серебристые возьму. Возьмем одну резиночку и накрутим ее 1, 2, 3, 4 оборота на крючке. Теперь возьмем одну резинку белого цвета, закрутим ее на пальцах в 2 оборота и накинем одну из частей этой резинки на крючок. И те обороты, которые у нас на крючке есть, мы с вами снимем на эту резиночку, закрученную в 2 оборота. Вторую часть этой резинки накидываем на крючок. И вот у нас один глаз есть. Второй глаз создается точно так же. Накидываем 1 оборот, накидываем 2 оборот, 3 и 4 резинку черного цвета. Я использую серебристую, но вы, конечно, можете черного использовать. Для глаз, возможно, черный даже будет лучше, чем серебристый. Берем одинарную резинку, накручиваем ее на пальцах в 2 оборота, накидываем на крючок. И все 4 оборота этой серебристой резинки я снимаю на эту резинку и вторую часть возвращаю на крючок. Вот глаза готовы. Теперь возьмем одну резинку розового цвета, того же цвета, что и цвет тела, накинем на крючок и те глаза, которые у нас с вами сейчас получились, мы просто на эту резиночку скидываем. Вот так. Один конец этой одинарной резинки мы с вами накидываем на второй столбик правого ряда. Другой конец этой резинки мы накидываем на второй столбик левого ряда. По центру у этой розовой резинки, ну она, скажем так, двойная, поэтому нам нужно... У меня слетело, но это с одного столбика. Ничего страшного, сейчас я это все верну. Так, по центру у нас... Эту резинку можно разделить на 2 части, потому что она у нас двойная. Разделили. И одну часть нам нужно накинуть на столбик, который находится впереди. Накинули. И таким образом у нас глаза получаются не по центру, а как бы на тех позициях, где они и должны быть. Возьмем еще одну розовую резинку и накинем сверху
треугольничком на те столбики, на которые у нас накинуты и глаза. То есть треугольник у нас накидывается вот на эти 3 столбика. Теперь нам нужно накинуть еще несколько треугольников, которые будут это тело более плотно держать. Сначала возьмем одну розовую резинку и накинем ее на 2 первых столбика шеи, но накрутить эту резинку нам нужно вот один оборот, накручиваем на эти 2 столбика второй оборот. Сейчас я еще раз попробую. Один оборот у нас есть. Второй оборот на эти 2 столбика накручиваем. Это, поверьте, не очень просто, и поэтому у меня тоже получается не с первого раза. Один оборот, второй оборот. И, внимание, нам нужно попытаться третий оборот этой резинки накинуть на эти 2 столбика. Если у вас резинки рвутся на этом этапе, то ничего страшного. Накиньте просто 2 оборота, а не 3, как это сделал я. Теперь возьмем одинарную резинку и накинем на 2 столбика шейных, которые находятся немножко ниже. Это вторые шейные столбики. Берем эту резинку одинарную, скручиваем в 2 оборота и накидываем на 2 столбика, которые находятся ниже. На один и на второй. Берем крючок и ту часть этой резинки, которая немножко впереди, мы ее натягиваем и накидываем на впереди идущий столбик. Далее возьмем еще одну одинарную резинку, закрутим ее на пальцах в 2 оборота и накинем на следующую пару столбиков. Вот здесь у нас треугольничек уже был накинут. Здесь просто не треугольником накинуто, здесь треугольником накинуто, а чуть ниже нам тоже нужно, получается, накинуть треугольником. Вот, 2 треугольника, и здесь просто в 3 оборота накрученная резинка. Ниже нам нужно накинуть тоже пару треугольников, но для них мы с вами будем использовать по 2 резинки. Здесь у нас как бы треугольник есть. Чуть ниже накидываем пару розовых резинок. Раз. Берем еще 2 розовых резинки, накидываем 2. Берем еще 2 розовых резинки и накидываем чуть ниже на те столбики, где у нас находятся части ног. Берем 2 резинки и накидываем еще раз. Получилось у нас на самом теле 1, 2 и 3 треугольника. Отлично. И теперь мы с вами готовы перейти непосредственно к плетению этого тела. С плетением будьте очень внимательны, потому что оно здесь не очень простое. Сначала нам нужно снять вот эти резинки, которые идут у нас влево и которые идут вправо. Для этого заводим крючок изнутри, отводим ту резинку, которая накинута 4 оборота, и захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. В моем случае эти резинки относятся к левому ряду, поэтому я снимаю их с центрального столбика и накидываю на столбик слева. Далее опять завожу в центральный, самый последний столбик крючок, захватываю пару резинок, которая следующая у нас сверху. И в моем случае эта пара резинок относится к правому ряду. Я накидываю ее на правый ряд. Дальше у нас все просто. Мы с вами захватываем изнутри 3. Помните, у нас по центру именно 3 резинки было накинуто. И накидываю их на впереди идущий столбик. Теперь нам нужно резинки левого ряда и резинки правого ряда просто прогнать вперед, и потом центр мы с вами тоже прогоним вперед. Здесь будьте тоже очень внимательны. Нам нужно захватить те резиночки, которые находятся в самом низу. Выводим крючок, оттягиваем все лишние, захватываем изнутри пару, которая внизу находится, и накидываем на впереди идущий столбик. Далее здесь ногу можно для удобства отодвинуть немножко. Захватываем все лишние, отодвигаем, заводя крючок изнутри. Захватываем нижнюю пару и накидываем на впереди идущий столбик. Отлично. Здесь далее отводим, обязательно отведите крючком ту резинку, которая треугольная. Изнутри захватите пару и накиньте вперед. Далее отодвиньте крючком треугольную, захватите и накиньте вперед. Отлично. Диагональные пока не трогаем. С ними будем разбираться позже. С правой стороны
точно так же мы с вами должны сплести. Изнутри заводим крючок, захватываем пару резинок. Если вам более удобно, то можете помочь себе пальцами, чтобы поймать нижние две резинки. Захватываем их отсюда и накидываем на впереди идущий столбик. Далее опять может быть не очень просто. Изнутри все лишнее отодвигаем, захватываем пару и накидываем, как вы догадались уже, на впереди идущий столбик. Дальше уже намного проще, просто нужно отодвинуть треугольную, накинуть вперед, отодвинуть треугольную, накинуть вперед и пока остановимся. Накидываем теперь центральный ряд, мы с вами центр остановились вот здесь, захватываем тройку, снимаем отсюда и накидываем на впереди идущий столбик. Снимаем изнутри тройку, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь снимаем тройку и накидываем на впереди идущий столбик. Пока остановимся вот на этом столбике. Теперь приготовим нашу заготовку передней ноги лошади. И все резинки, которые у нас находятся на вспомогательном столбике, нам нужно их скинуть на основной столбик, что я сейчас и делаю. Не столбик, простите, а крючок. И все это снимаем на крючок. Вот сейчас все 6 резиночек у меня находятся на крючке. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Здесь есть диагональные пары резинок. Нам нужно захватить верхнюю диагональную пару резинок, вот эту, снять ее с этого столбика и скинуть все резинки, которые сейчас находятся у меня на крючке и являются передней ногой, скинуть их на эту пару резинок. А то, что сейчас у нас на крючке, мы эту пару держим на крючке, накидываем на центральный столбик. И у нас получается, эта нога находится вот так. С правой стороны поступаем точно так же. То есть сначала берем заготовку ноги, все 6 резинок, которые у нас находятся на крючке дополнительном, скидываем на основной и дополнительный крючок убираем. Вот 6 резиночек у меня, 6 петелек на основном крючке. Теперь захватываем крючком ту пару диагональных резинок, которые вот здесь находятся. Нечаянно ничего лишнего не захватите. Если захватили, то еще раз просто попробуйте перехватить. Так, придерживаем крючок, придерживаем станок и скидываем все петельки, которые находятся на крючке, скидываем на эту пару резинок, а саму эту пару накидываем на центральный столбик. Готово. И теперь мы с вами все это дело накинули сначала слева, накинули справа, и теперь это можем накрыть 3 резинками по центру. Здесь мы закончили и накидываем вперед. Отлично. Далее продолжаем с шеей. Снимаем вперед, плетем резинки шейные. Здесь все просто, ничего не нужно отодвигать. Раз. Единственное, вот здесь нужно отодвинуть треугольную, но это очень-очень просто. Снимаем одинарную, накидываем вперед, отодвигаем треугольную, снимаем одинарную, накидываем вперед. Здесь отодвигаем одинарную, но которая у нас была в 3 оборота скручена, изнутри захватываем резиночку, накидываем на центр. С правой стороны поступаем точно так же. Здесь просто вперед гоним, ничего сложного нет. Захватываем изнутри одинарную, накидываем вперед, отодвигаем треугольную, захватываем одинарную, накидываем вперед, отодвигаем треугольную, захватываем одинарную, накидываем вперед, и здесь отодвигаем ту резинку, которая 3 оборота была скручена, снимаем с этого столбика справа и накидываем на центральный. Правый и левый ряд мы с вами шеи сделали, и теперь нам нужно сделать центральный ряд. Давайте посмотрим, где остановились. Вот здесь мы с вами остановились. Нам нужно отвести все резинки, которые нам мешают, и захватить пару нижних резинок. Можно вот так сбоку посмотреть, лучше будет видно. Захватываем пару резинок, которые у нас по центру идут, и накидываем на впереди идущий столбик.
Отлично. Теперь здесь уже намного проще, ничего отводить не нужно, кроме желтых резинок, которые у нас гривой являются. Пару просто захватываем и накидываем вперед. Здесь просто пару захватываем и накидываем вперед. Все очень просто. Теперь смотрите, мы подошли к голове. Нам нужно вот эти резиночки, здесь их у нас пара, сюда сплести вот эти резинки. И вперед сплести резинки, которые у нас идут по центру. То есть, как обычно, вправо по диагонали, влево по диагонали и по центру. Давайте разбираться, какие сначала. А сначала те, которые идут выше всего. Заводим крючок изнутри, отводим все лишние резинки и захватываем верхнюю пару резинок. В моем случае эта пара относится к центральному ряду, и поэтому я накидываю ее на центральный столбик. Далее отводим опять все лишнее, захватываем следующую пару резинок и накидываем ее на столбик, который находится слева. Далее следующую пару изнутри, отведя тыльной стороной крючка все лишнее, захватываем и накидываем на правый столбик. Готово. Обратите внимание теперь, чтобы на шее у вас все резинки были сплетены, то есть в виде капелек вот так были. Здесь капелька, здесь капелька, здесь капелька. На капельки похоже больше вот так, когда мы смотрим. Чтобы, если мы с вами будем потом это снимать, чтобы не расплелось. Внимательно проверяем, потому что дальше уже возврата не будет. Теперь нам нужно снять со станка по 3 столбика шейных резинок. Здесь снимаем. Раз. Первый столбик. Здесь снимаем 2. И здесь снимаем 3. С правой стороны точно так же. Вот у нас шея. Снимаем первый шейный столбик. Снимаем второй шейный столбик. Снимаем третий шейный столбик. Теперь мы с вами будем делать морду. Для того, чтобы ее делать, нам нужно немножко опустить резинки вниз. Резинки шеи я имею в виду. И вот здесь тоже опустить. Берем 3 резинки розового цвета и накидываем их со второго на третий столбик по центральному ряду. Берем, раз, накидываем 3, берем 2 резинки теперь, накидываем ниже и берем еще 2 резинки, накидываем ниже. То есть у нас получается 3, 2, 2. С левой и с правой стороны теперь нам нужно накинуть. Давайте с правой начнем. Накидываем со второго на третий столбик пару. Раз. И слева накинем тоже пару со второго на третий столбик. Пару розовых резинок. Так. Теперь возьмем одну резинку розового цвета, скрутим ее на пальцах в 2 оборота и накинем, получается 1, 2, 3, с третьего на четвертый, вот эту скрученную одинарную резинку, скрученную в 2 оборота. С правой стороны точно так же берем, скручиваем 2 оборота и накидываем с третьего на четвертый столбик. Напомню, это мы делаем морду, и теперь эту морду нам нужно к центру закруглить. Берем одинарную резинку, скручиваем ее в 2 оборота и накидываем с центрального столбика на правый. Вот здесь у нас получается вот так. Закругляется морда, и с левой стороны берем, скручиваем и с левой стороны накидываем тоже с последнего столбика морды левого ряда на последний столбик морды центрального ряда. На этот столбик, последний столбик морды, нам нужно накинуть одинарную резинку и закрутить ее 1, 2, 3, 4 оборота. Если вам тяжело накручивать, то максимально вниз просто опустите те резинки, которые у вас есть. Теперь нам нужно, чтобы морда была более плотной, сюда, раз, два, три, и сюда, раз, два, три, накинуть треугольничком резинки. Для этого берем одинарную резинку, скручиваем в 2 оборота и накидываем раз, накидываем 2. Чтобы получился треугольник, берем одну часть и накидываем чуть выше. Вот треугольник у нас получился. Берем еще одну резинку, скручиваем ее в 2 оборота и накидываем чуть ниже. Раз, два. Верхнюю часть
накидываем на верхний столбик. И получилось у нас с вами 1 и 2 треугольника. Морда, в общем-то, готова. И сейчас мы с вами будем ее плести. Берем крючок и заводим его внутри последнего столбика морды. Оттягиваем тыльной стороной крючка ту резинку, которую мы с вами накинули в 4 оборота. И захватываем ту резиночку, которую мы с вами накручивали в 2 оборота слева. И ту резинку, которую накручивали в 2 оборота справа. Вот влево я одну накидываю. И вправо тоже. Сейчас мы ее найдем. Вот эта пара. Еще разочек. Вторая попытка. Захватываем. Ничего лишнего, главное не захватить. И поэтому нужно здесь быть максимально внимательными. Потому что это второй слой мы с вами делаем. Вот, захватили. И накидываем на правый столбик. Теперь резинки морды гоним вперед слева и справа. Здесь 1. И здесь пара резинок идет 2. С правой стороны точно так же. Изнутри захватываем резинку, которая в 2 оборота накинута. 1. И здесь резинку захватываем и накидываем вперед 2. Теперь у нас с вами центр остался. Для этого мы с вами остановились вот на этой резиночке, которая накинута. Отодвигаем крючком ту резинку, которая накинута 4 оборота на последний столбик морды. Захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. Так, сейчас я тут поправлю слегка. Так, захватываем пару, которая находится выше всего и относится к центральному ряду. Вот, очень хорошо здесь видно. Накидываем на впереди идущий столбик. Далее уже попроще немножко. Захватываем следующую пару, накидываем вперед. И далее захватываем следующую. Здесь уже 3 резинки, а не 2. И накидываем вперед. Вот так у нас пока получается. И нам сейчас осталось буквально несколько резинок. Сначала слева, потом справа. Вот эти гоним вперед. Изнутри захватываем пару. Накидываем на тот столбик, где у нас ухо находится, слева. И здесь расположите станок так, чтобы вам было более удобно и более видно. Я захватываю нижнюю пару резинок. Вывожу ее изнутри вот здесь и накидываю на тот столбик, на котором у меня находится ухо. С диагональными теперь вот этими разбираемся резинками. Здесь тоже нужно внутри завести крючок, захватить эти нижние резинки и накинуть их на центр. С правой стороны делаем точно так же. Изнутри захватываем пару. Самое главное здесь в плетении это внимательность, потому что нам нужно захватить именно те резинки, которые нужны, и обязательно их захватить, чтобы ничего не распустилось. Теперь мы можем взять с вами несколько резинок того цвета, который у нас используется для гривы, и накинуть их вот на этот центральный столбик. Сколько у вас влезет? 4, 5, 6. И теперь завершаем все это дело резинками белыми, которые у нас соединяют первый и второй столбик. Мы с вами, помните, договаривались, что эти резинки у нас будут звездочкой во лбу. И накидываем на последний столбик. Теперь мы с вами можем это все снять. Но перед тем, как снять, возьмем одну розовую резинку, закинем крючок внутрь самого последнего столбика сквозь все резинки, накинем сюда одинарную, вытаскиваем ее сверху. Далее делаем петельку. То есть мы с вами придерживаем пальцами вот эту часть, а вторую часть продеваем резинки сквозь. Затягиваем, насколько это возможно. И теперь с помощью крючка все наше произведение, всю нашу лошадь снимаем со станка.
Готово. Лошадь мы с вами сняли. Смотрите, у нас ничего не распустилось. Все отлично и прекрасно смотрится. Значит, мы сделали все правильно. Единственное, что нам нужно сделать, это немножко поправить гриву, поставить глаза в те места, где они и должны быть. Видите, их здесь на морде не видно, и поэтому нам нужно их немножко сюда вправить. Гриву выправляем. Так. Грива есть, а глаза у нас ушли на затылок. Их нам нужно просто вот сюда, раз, и с другой стороны тоже глаз сюда выманить. Можно делать это руками, можно делать это с помощью крючка, как вам удобнее. Раз и два. Вот, в общем-то, у нас глаза видны, по центру есть звездочка, грива имеется. Если вы хотите, чтобы шея была более стоячая, то так нужно эти резиночки поправить, и тогда шея будет смотреть вперед, а не вниз. Вот, все отлично, но вы скажете, какая же лошадь без хвоста, и будете правы. Поэтому давайте делать хвост. Расположите станок вот этим концом открытым к вам и приготовьте несколько резинок. Возьмите пару резинок розового цвета и накиньте их с 4 на 3 столбик конца. Теперь возьмем тот же цвет, который мы использовали для гривы. Я возьму золотой цвет и накину несколько резиночек на крючок. Придерживаем здесь пальцем, захватываем эти две резинки крючком и вот так скидываем потихонечку все эти золотые резинки, а то, что сейчас на крючке, накидываем обратно. Вот у нас золотые, получается, по центру лежат. Берем еще одну пару и накидываем уже с 3 на 2 столбик. И опять берем несколько резинок золотого цвета, накидываем их на крючок. 5, 10, 20, в зависимости от того, какой хвост вы хотите получить. Вот здесь, смотрите, я вообще накидывал штук, наверное, по 20 резинок, и у меня такой получился очень-очень плотный хвост. Берем здесь, придерживаем, накидываем на крючок пару резинок, и вот это все дело спускаем и возвращаем на столбик. И, наконец, последняя пара резинок берем, накидываем со 2 на 1 столбик, берем еще несколько резинок золотого цвета и здесь тоже скидываем на пару резинок. Готово. И теперь давайте плести. Плетем следующим образом. Сюда мы не накидываем резинку в 4 оборота, как мы это обычно делаем. Но вот сюда мы с вами кладем между 1 и 2 столбиком палец, захватываем пару резиночек с этого столбика и накидываем на следующий. Так. И у нас получается, что резинки вот здесь остаются. Так и должно быть. Далее захватываем изнутри пару розовых резинок. Нечаянно не захватите золотые. Нам нужно захватить только розовые. Захватываем их отсюда, эту пару, и накидываем на впереди идущий столбик. Готово. И следующую пару резинок тоже, все лишнее отодвинув, мы с вами захватываем и накидываем на последний столбик. Теперь нам этот хвост нужно закрепить на нашей лошади. Для этого вот здесь у нас резиночка накручена 4 оборота. Помните, как мы с вами ее накручивали? И по центру этой резинки у нас есть отверстие. В это отверстие засовываем крючок и захватываем верхнюю пару резинок. Вот здесь. Захватили. Удерживаем на крючке. Теперь выводим те резинки, которые у нас сейчас на крючке имеются, выводим их вот в это отверстие, которое у нас сейчас находится на крючке. Выводим. Вот так. Ближе к корпусу крючка располагаем. И захватываем следующую пару резинок. Снимаем со станка. И теперь из этих резинок нам нужно сделать петельку.
смотрите, я беру вот эту пару, вывожу внутрь другой пары и получаю петлю. Эту петлю нужно затянуть. Так, и чтобы она не мешала и никуда не девалась, нам нужно ее вплести, либо сделать следующее. Берем, вот так пальцами расширяем и накидываем, продеваем хвост сквозь эти резинки. Раз. Можно еще разочек, вот так скрутить и сюда продеваем хвост. 2. Вот так. Так, единственное, что мы хвост расположили немножко другим концом, и поэтому сделаем так, чтобы он у нас смотрел не вниз, а вверх. Вот так. Я не знаю, бывает ли такой хвост у настоящих лошадей, смотрящий вверх, как у собачки, но ничего, у нас будет. Ноги выравниваем вниз, просто вот так их немножко подтягивая. Шею вперед. И вот, в общем-то, у нас лошадка готова. Смотрите, очень классная получилась. Я надеюсь, что у вас этот урок получился, и вы с ним справились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, вышло у вас что-нибудь все-таки или нет. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!